Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это вырезка со стрима. Так, что я вижу? Дракончика вижу, мехов вижу, орков вижу, всего вижу. Хочу. А что я хочу? На самом деле не знаю, чего я хочу. Не откиснуть хочу. Комментировать. Не так написал, кем ты работаешь на заводе? Я инженер-проектировщик. А если лучше, то в мониторинговых системах работаю. Интернета-провайдера. Комментирую. Не, ну в принципе можно и покомментировать, это не так уж и сложно будет. Здесь будет 100% ведьмаки, только интересно, в каком билде они будут, эти ведьмаки. Мне очень интересно, в каком они же билде будут. Но 100% они здесь намечаются. Вот к гадалке не ходи, они здесь намечаются. Так, вижу панду, понял, вижу, значит, этих шаманов. Это плохо. Там мало 15% этих. Шкатулочку возьму. В шкатулочку я верю больше. Давай через Жагу в топ-8 побыстрее, чтобы. Но, кстати, ты идею хорошую подкинул. Правда, минус знаешь в чем? А у меня нету ни одного орка сейчас со старта. Вот вообще ни одного. То есть, если бы они пришли, вот давай посмотрим. Если будут приходить, то окей. То да, окей. Я тебя услышал. Я тебя услышал. Вопрос снят сразу. Ну, типа, вопросов нема. Скилл приехал. Эльфы-рыцари норм? Эльфы-рыцари? Ну, такое. Эльфы-рыцари такое себе, если честно. Только я высотник, мачтовик. Да ёлки. Да ёлки. Ну ладно, орка я этого скипну. Хотя на самом деле я бы лучше его взял. Но нет. Так, ребят, если что, на чат я буду отвечать с задержкой, без обид. Ну, вот понимаете, я сейчас буду на орках-багах играть. Вот уже один нарисовался, топ-не, это на скиллухе приехал сейчас. Вот, я так понял, это и он говорит за свою скиллуху. Вот мы видим вот эту вот падлу. И понимаем, что его сборка будет сейчас выносить, скорее всего, все на свете. То есть ему на каком-то там... На каком тебе раунде пришла эта пандочка, а? Вот на каком? Мне вот просто интересно знать, на каком тебе эта панда пришла, чтобы вот, не проклинать тебя. Я думаю, слишком рано она ему пришла. Сложно будет против кунг-фу играть. Да, я бы даже сказал, невозможно против кунг-фу будет играть. Только если мне лютые апгрейды. На третьем панду выставил, на четвертом пришла. А, понял, принял. Ну да, ну да. Ого. Тогда все ясно. Я даже спорить с этим не буду. Это 100% скилл. 100% скилл. Можно мне Лина тогда придет? Хочу Лину. На самом деле, какая тут Лина? Тут мне не Лина, ни то, ни сё надо. Мне надо просто брать и переделать свой билд полностью. Так, 2 джаггера моих, понял. Мне нужно переделать свой билд, выходить максимально в деньги, хотя, не знаю, можно этих продать, будет 9 монет, если выиграю раунд, то будет круто, но вряд ли выиграю раунд. Или Лину продать. Просто Лина в двойку, она хороша будет. У меня пока слабенько. Пока все слабенько, к сожалению. Ваншот прилетел. Понятно.
Будем пытаться обузить этого гоблина. Арбузить. Арбузить этого гоблина будем пытаться. Отлично, пока так сделаю. Пока что так сделаю. Есть омник, конечно. Я бы хотел этого омника взять. Я, кстати, если что, не пытался только что одну монетку обузить, потому что в этом нет никакого смысла. От слова совсем нет смысла. Никакого, ни грамульки смысла не было даже обузить, пытаться гоблина на одну монетку. Я думаю, тут все и так прекрасно это поменяют. Ты два хитрец. Ты так не пугай меня. Ты два хитрец. Я тут вижу эгиду в двойку. Вот это вот опасно. Хотя бы еще парочку бы. Пока хоть как-то наживем, но ситуация, не скажу, что идеальная. Самое опасное, я же говорю, для меня это вот этот вот молодой человек, который играет через хитреца. Это самое опасное. Возможно, еще будет как бы охотник опасен. Так как здесь есть спектра, то там будет чистый урон, и я просто буду свои зубы пересчитывать каждый раз. Скажем так, будет мне откидывать на сдачу моих зубики. Есть еще гриттер, но гриттер это такое. Гриттер... Я не особо как бы парюсь за счет гриттера. В общем, мне главное сейчас брать уровень и надеяться на божий рандом, что придет мне все как надо. Если будет приходить все как надо, то, естественно, все будет замечательно. Если будет приходить все как не надо, вот, например, как комар ко мне в комнату залетел каким-то чудом, то будет плохо. Я даже не знаю, что и как лучше поставить. И имеет ли смысл апгрейд этого жреца. На самом деле не особо имеет смысл. Мне бы орк-жрец пришел, вообще замечательно было бы. Ну, естественно, этот орк-жрец, если придет. Но было бы замечательно. Было бы прям песня. Обалдеть. Обалдеть. Вы гляньте. Ты куда меня удалил, алло? Осуждаю молодого. Вот Луменс 6 монет, 5 поражений. Тем не менее, такой неплохой стол. Тем не менее. Боже, они все рассумонились, а минус 12 на лицо выкатилось. Спасибо. Всегда мечтал о таком. Не знаю, я тебя уже арбузить не буду. В этом нет смысла. Хоть бы от мобов не откиснуть. Ей-богу. Хоть бы от мобов не откиснуть. У меня 3 банки всего лишь. Мне надо... ХПшку, наверное, возьму, да? Возьму, наверное, ХПшечку все-таки. Пу-пу-пу. Будет тяжко. О, тренты там. Там пачка трентов, понял. Серьезное заявление. Хороший у них стол. А можно у меня, ну, там, дубли соединятся и двоечки получатся? Там, ну, такое бывает иногда, знаете, улучшение, когда приходит в этой игре. Гоблина продал перед мобами, ты точно в топ-8 хочешь? Ну, я и так откисаю от мобов. У меня слишком слабый стол. Еще и предмет не очень упал. Ну, типа, вот этот предмет хороший, броня плюс 5, а вот другой предмет не очень. О! А это уже наныл. Вот, ну, зачем мне этот предмет падает? Вот объясните. Зачем он нужен? Это чтоб мне не было так сильно обидно или как? Как это называется?
Так хоть 2 левел был посильнее. Ну, кстати, да, но в любом случае лучше так. Я сейчас его, наверное, продам. Да, я его продаю. Я в любом случае через лустрик играю, поэтому я его могу продать. Я могу им пожертвовать. Минус 6 еще норм. Минус 6 и еще нормально. А, так я могу богов пока поставить. Мне от орков как бы особо смысла нету, а вот богов могу поставить. От них еще смысл есть. Все. Надеюсь, потихонечку будем подниматься. Фуловое кунг-фу. Угу. 1. Надеюсь, ему кунг-фуист не придет в двоечку. Придет кунг-фуист в двойку. А что там по предметам у него вообще? Могу я зайти посмотреть? Да, могу. Не, ну предметы еще такие царские. А тут? Ну и тут предмет. Тут по предметам пока у них все нормально. Я думал, если бы у них были острые наручи у одного, то там уже было бы, ну, тяжело играть. Особенно если панда в двойку пришла. Да хоть кого-то вынеси, а. Ну вот, давайте вот смотрите, ребят, сейчас на стриме. Запомните, на каком раунде ко мне придет этот Джаггер в двоечку. На каком раунде ко мне придет Джаггер в двойку? Привет, привет. Давайте. Ставим ставки. На каком раунде ко мне придет Джаггер в двойку? На каком раунде? Я ставлю 20-й где-то. Не придет. Я буду топ-1. Ну, лондруид есть, это есть. Конечно, не факт. Там 2 конфуиста. А что с колодой? Все замечательно. У меня все плохо с колодой. Ты уже не всплывешь. Ты уже не всплываешь, точнее. Привет, Целобе. Так, Целобе. Ну, я, скорее всего, сейчас откисну. Ну, скорее всего. У меня все очень грустно, печально. Не приходит. Дикий пас. 1996. Да, следующую катку, ребят. Все на следующую катку. Да, да, 1996. Да вообще по предметам не повезло нормально так. Грустно. Ну и хрен с ним. Не повезло, так не повезло. Что поделать. Откисну топ-8, значит такая судьба. А тут вот чилы с резаком, с фурой в двойку и я. С 2 джаггерами на столе на 3-м раунде, которого взял. Ну хотя бы хоть одного бы забрал. Нет, он еще и насумонил этих змеек. Вот ты какой, ну... Ненавижу против суммонеров играть. Это лютая дичь. Вот сейчас сколько мне даст минус? Минус 13? Минус 14. Ну больно. Больно. Можно не так больно. Пожалуйста. Здравствуйте, Александр. Удачи на стриме и успехов в этом нелегком труде. Спасибо, спасибо тебе большое. Привет и спасибо большое тебе. Сейчас, секундочку, надо расстановку еще поменять, потому что пока как-то грустно. Так вот как-то сделаю. Мне кажется, на 15 раунд должен затащить таким столом. Моя типичная игра через Джагу. Сначала забайтит двойку быстро Джагу и все. А у меня даже двойки нет, понимаешь? У меня 2 Джаггера по единичке. У меня даже двойки нету, в чем абсурд. Ладно, если бы у меня двойка ранее была. Мне бы ранняя двойка могла спасти игру. Но, скорее всего, мне сейчас ничего не спасет уже игру. Болтяра на 28 может спасти. Мне даже волшебник демон сейчас не приходит. Вот в чем прикол. Шансов выиграть эту игру минимум стоит, потому что еще 2 конфуиста есть. Вот это вот очень опасно. Вау! Оно пришло. Вот ты боже. Я рад. Спасибо тебе. Кстати, оцените внешку на моего Джаггера. Да ты иди... Что это за предметы?
Я, кстати, наверное, все-таки уберу еще. Я еще не верю в свой билд. Еще нет. Еще слабо. Поэтому пока так поиграем. Но Джаггер в двойку хоть на этом спасибо. Хотя, на самом деле, такое... О, кунг-фу. Один удар минус 50% хп. Сильно. Килово. Не, в двойку. А просто два джаги быстрых. Не, это, конечно, круто, что мне Энигма сейчас пришла, но как-то от Энигмы толку 0,0. Дайте хитрецалу. Дайте ему болта на зубок, пожалуйста. Хитреца ему еще. Он только что мне пол хп снес одним ударом. Это незаконно. Хитреца ему еще надо. Ага. Короче, походу, это реально не моя игра. Шмоток нормальных нету, адекватных. Даже если я все пересоберу, толкового мне ничего не упадет. Мне нужен 20 раунд как минимум. Есть 8 банок, но у меня ну, сейчас 22 хп. И эти 8 банок мне не восстановят нормально даже хп, я более чем уверен. Я даже могу сейчас ставку поставить, что восстановится где-то хп. За 8 банок где-то восстановится у меня, ну, максимум до 20 хп. Максимум. И то не факт. Есть! О, первая победа! Ух! Жарко, да? Ну, по идее, я могу выставить сейчас уровень, взять, поставить 6 орков. Но будет ли в этом толке прок, пока непонятно. Мана очень долго регенится. Минус. От хила нет, мана долго регенится. Ну, все очень печально. Еще и 2 хроны поставились. Обидно. Самый полезный. Надо расстановку поменять. Только что было все печально. «15 хп. Ну, кунг-фу прям зло. Хитрец в двойку. Наныл. Не знаю, я ему не хочу скипать, но мне бы на самом деле другой борг пришел, было бы лучше. У меня сейчас вся надежда на то, что мне придут буссы и будет от хила хоть какое-то количество. Вся надежда только на буссы. Но тоже этот отхил будет бесполезен, потому что тут есть как бы кунг-фу. Предметы ужасные. Может быть, если бы у меня предметы чуть другие были бы, было бы полегче играть, но не факт. Ну да и ладно. Кисну так откисну. Что поделать? Ничего ты не поделаешь. Царские предметы падают.
Серьезно. Одного предмета не хватает. Теперь фулгор не поставишь. Ну, я особо и не хотел фулгорн ставить. Мне, просто понимаешь, если я бы сейчас не взял бусы, я бы не был такой импактовый сейчас. У меня не было бы столько отхила, я бы не смог переживать сильно, не было бы дамага объективно никакого. Поэтому тут 50 на 50. Тут надо думать, когда тебе в действительности нужны божественный этот артефакт, а когда он тебе не нужен. То есть надо думать, просто думать надо на этот счет. Наставь монету и скрафти обратку. Спасибо, хоть и рандом. В этом сейчас повезло чуть-чуть. Какую монету и скрафтить обратку, не понял. Ты имеешь в виду... Ну, у меня есть обратка второго тира, но она слабовата пока что. Это обратка второго тира. В самом деле, мне бы сейчас Акс не помешал бы. Я бы поменял бы вместо вот этого орка, который кабанчики сумонит. Мне бы ману плюс 50, наверное, попробовать бы найти. Оставь монету и бусы, и скрафть остальное. Это... Мне не на что скрафтить, если так подумать. Мне эти бусы нужны. Отражение мне надо. Ну, возвратка мне нужна вот эта. По-любому, она здесь нужна. Это очень сильный предмет. Тут есть два кунфуиста, и есть огромный шанс, что когда ваншот вот этот будет их прилетать, то 50% отразится им в лицо. То есть в этом шанс есть. Все остальное мне по факту не надо. Не знаю, цепочку можно скипнуть. Попробовать ману плюс 40 найти. Сейчас посмотрим. Сейчас еще пару раундов, и потом я уже буду думать, от чего лучше толкнуться. Да не у того ты ману сосешь, а у него, у хитреца надо было сосать ману, алло. Кстати, Бруда отличный предмет, который... Бруда это тот персонаж, который ловит хитреца вообще свободно. Ну не ваншотни меня только. Отхил вообще нету. Надо 25-й ждать. У меня только есть шанс на 25-м. Ладно, другого варианта нет. Ну да, как назло. Мне и взгляд Азеса нужен предмет. Так как здесь есть гоблин, мне взгляд Азеса нужен кровь из носа. Этот еще сумонит, боже. От хилограмм, посмотрите. Ничья. Да, да, по факту он затащил раунд.
Знаете, я когда Леона в тройку собирал, боже, это такая машина. Надеюсь, что сейчас упадет, наверное, божественный артефакт. Одна из лучших шмоток, которая бы могла упасть мне. Либо же, тут много физы, кроме вот двух кунфуистов. Так что, короче, либо же мне нужно сейчас, это посох, который стакает на 10 стаков магического урона, либо же мне нужен божественный отпечаток, чтобы я поставил фулгорн еще. То есть, одно из двух мне сейчас надо. В будущем лучше, конечно, фулгорн поставить. Фулгорн будет намного жестче. Опа, кстати, сюда, молодой. Баф воинов мне больше благоволит. Это мы сюда заберем. Ну, как бы благодать это тоже классный предмет. Ладно, была не была. Я думаю, все умеют читать по губам, что я сейчас говорю. Привет, привет. Я же говорю, думаю, все умеют сейчас читать по губам то, что я только что сказал. Привет, привет. Да, это игра с подписчиками. Короче, это только что, вдруг кто не понял, это не микрофон пропал. Это... Чтоб я запреток не наговорил. Потому что, ну это жестко. Просто вот тебе одно летающее чучело, которое будет сносить тебе лицо с маской 5-го тира. И ты. Как бы с бусами, которые тебе... Ну, ты не можешь отрегениться от него даже. О, и ваншоты. Сейчас давай еще тычку и ваншот. Вара еще в мете? Нет. Воины в мете только тогда, когда против тебя нету контрпиков. Вот тогда воины в мете. Во всех остальных случаях воины это помойка. Я хотел сказать жестче, но это помойка просто и все. (8 хп). Остался дис на гритерах с башером на все лицо. Ну, пока еще рано. Пока еще рано бутылочки таймить. У меня есть 50... 50 хп, короче. О, 50 хп. У меня... Ну, короче, еще время есть немного. Кунфу, смотрю, также сносит. Да-да, все верно. Кунфу в мете как были, так и остались. В этой мете кунфу даже стали намного жестче, чем они были. Так как добавили артефакт клевер. Теперь, если у тебя есть артефакт клевер, готовься, что ну, чилы будут что только через него и пытаться играть. Так как это суперсильный артефакт. 6 элементов еще так и не собирают. Ну, бесполезная синергия 6 элемов. Духи... Ну, некоторые говорят, что духи это классная синергия. Вот я не вижу в этом ничего классного. Ну, это конкретно я не вижу. Я их собирал сколько раз, мне столько раз лицо отрывали и все. Ну и все. Мне просто много раз сносили лицо. Еще комар за ухо укусил. Ой, за ухо. Ну, короче, укусил комар. Падла, чешется. Вот, я считаю, что элементалист это бесполезная синергия, особенно в текущей мете. Максимально бесполезная и бездарная синергия.
Она может только быть в мете тогда, когда у вас есть дух пятерка, вот этот легендарный, в двойку с аганимом, и у тебя есть 4 бога, 5 драконов, 9 магов. Тогда, да. Ну и еще 4 элементалиста, естественно, тогда, в таком случае. Тогда есть в этом прок. Во всем остальном прока нет. Вот, кстати, был бы у меня сейчас взгляд Азеса, я бы этого Гриттера разваливал бы еще быстрее, чем только можно было бы представить. То тут Башер, кстати, это опасно. А Балтику девятку перестали собирать? Конечно. Балтика девятка сейчас вне меты. Абсолютно вне меты. Балтика девятка стала очень слабой синергией. Именно если играть через ТБшку. Там есть комбинации, в которых это топ-синергия, которая будет просто душить невменяемо. То есть, если ты собираешь драконов, ведьмаков и Свена Керри, то все. Ну, Балтика девятку, естественно, ты не собираешь. Балтика девятка это саб-синергия теперь. Усиление бы. Ну смотри, самый жесткий нерв, который только можно было себе представить, это нерв того, что теперь, когда ты собираешь ведьмаков, восстанавливается мана. Это самый жесткий нерв. И из-за этого ее перестали собирать. То есть, когда ты начинаешь бить и тебя бьют, ты восстанавливаешь ману сопернику. Все, из-за этого ведьмаки уже умерли. Раньше ты должен париться был за счет того, чтобы... Сейчас, секунду. Мне надо внимательно сейчас последить, чтобы не отвлекся. Короче, ведьмаки сейчас не восстанавливают ману, это первое. Второе. ТБ в расширенном пуле. Третье. О, 6 хп за раз восстановил. Была бы у меня сейчас маска 5 тира, он бы меня вообще не вынес, этот кунфуист. И алое сердце. Ну не срабатывай, не срабатывай. Не-не-не, не надо тебе. Вот не надо тебе вот это вот и все. Самый жесткий нерв ведьмаков это из-за того, что мана. Все. Это самый лютый нерв. Все остальное еще можно как-то пережить. Но вот самый жесткий нерв в виде маны это прям не переживается. Почему я сейчас не ролю? Потому что у меня есть 50 монет, я еще могу посидеть, у меня еще есть баночки. То есть тут, ну, я хочу поиграть. Я рисковый парень, понимаешь? Поэтому я могу порисковать немножко. Вот сейчас, если упадет мне алое сердце, мне станется намного лучше играть. Хотя тут, кстати, есть ведьмак-убийца. У него, конечно, не фул ведьмаки, у него еще полуорки есть. Короче, не знаю. Ну, мне сейчас нужно алое сердце. Ведьмаков я, наверное, переживу, потому что у него есть только 3 охотника. Играет он через кого? Через Мортретку, да? Мортретка с маской. Это плохо. Вот мне нужно, чтобы попало сейчас взгляд Азеса. Ты заметил, что в углу прыгал? Но урона не было. Это из-за того, что урона не было, из-за того, что у меня Джаггер крутился. Он же магией бьет кунг-фу. А как он будет бить, если у меня вот как бы ФК? Ну, он на ФК. Короче, его магия не наносит ни урона, ничего. Вот если бы у него было алое сердце Радик, я бы уже давно откис в могилу. Единственное, что бы я делал, это сопли жевал где-то в стороне. Да как ты мне приходишь? Слышишь, ты в обычной бы игре мне так приходил, молодой. А! Понимаете? Вот эти предметы, которые мне сейчас упали, они мне не нужны. Вот кроме указания шторма. Указание шторма я бы взял. Но против кого? Против кунг-фуиста? Нет. Против вот этого шаманчика? Ну, можно было бы. Но нет, мне эти предметы не нужны. За ляжку бы укусил бы этого чела, который придумал эту бредятину. Ну ты прикалываешься, серьезно? Ну не эти предметы мне нужны.
Мне хекс как бы пригодился бы, но ну не эти явно предметы. О, бог ты мой, боже. Вот просто смотрите, маски 5 тира нету, от хила нету. Все. Еще 6 хп восстановил, обалдеть. Возвратка сработала. У меня еще есть, чтобы вы понимали, нету апгрейда на этого молодого, вот этого пожилого молодого. Предметы, конечно, ну вот такие. Ребят, всем желаю таких предметов. Ладно, не всем, это уже жестко. Ну, предметы отстой. Вот согласитесь, предметы максимально отстой. Ну куда ты присосался к моему Джаггеру? Алло, молодой, горячий. Отсосись от моего Джаггера, пожалуйста. Спасибо. Вот, кстати, я обожаю вот этого жреца. Идеальный жрец. Сейчас на суммоне такую толпу народу, что губстопу прилетит на лицо на 120%. Оп. Тот духов нас суммонил. Пока-пока. -1. А у меня еще баночки есть. Вау. Кто приходит по усилению? Так, Джаггер мне не нужен. А, ребята, смотрите, 33-й раунд. На каком я собрал Джаггера? Напомните мне, пожалуйста. Напомните мне, на каком я собрал Джаггера. М? Ну вот Хекс бы зашел. Можно хитреца контролить хоть немного. Да, а если бы мне ваншот прилетел 2 раза? Мне нужна маска 5 тира. А вот если бы мне сейчас, смотри, если бы у меня не было бессмертия сейчас, он бы дал мне 2 тычки, я бы отлетел в могилу, а так хотя бы я могу хотя бы немножечко порегениться. И у меня Джаггер сейчас наносит урон чисто из-за того, что есть, во-первых, он в троечку, и все, по сути. Ну и плюс Радик, спасибо на этом. Рандомайзер. А, ну вот где мой Варлок, да? Варлок, и верни на место, ты. Гритерок. Стырил моего Варлока, ты посмотри, какой негодяй. Пока. Вот это битва титанов, да, ребята? Вот это битва титанов. Чья жопа будет крепче? Вот где мой Варлок, вот он, молодой, горячий. Ну тут, кстати, БГ Соло прикольно собрал вот этого молодого. Но я же говорю, самое опасное для меня это сейчас вот этот кунфуист и второй кунфуист. Вот этот кунфуист даже будет поопаснее, чем первый кунфуист. Хотя, на самом деле, вот этот кунфуист, который играет через Горн, будет еще сильнее против меня, потому что у Горна есть такая хрень, что когда я буду юзать способность, мне может прилететь стан на тонну секунд. На 5 секунд стан может прилететь. Шанс 50%. Поэтому он тут может быть жестче. 500 урона мне не нанесется, а я больше опасаюсь вот этого стана. Стан это прям лютый тильт. А, ну пока. Еще минус гритер. Кстати, бусы не стакаются? Нет, нет. Бусы не стакают. Хорошо, отлично.
Так, я немножко пока без вебки буду. Бусы не стакаются. Бусы не стакаются. Вот, кстати, мне бы сейчас рефрешер зашел неплохо. Было бы вообще шикарно. Но бусы не стакаются. Мне бы маску 5 тира сейчас и алое сердце. Шанс на победу у меня вырос бы эквивалентно максимально высоко. Разрывная винтовка упала. Вот бы мне упал бы божественный отпечаток, и было бы лучше. Но мне упала винтовочка. Винтовочка, что... Ну, слышите фразу винтовочка? Вот. Думаю, тут и так все понятно. Ладно, ребят, у меня мозг поплыл. У меня будет сейчас взрыв одного места на 120%. Это просто какой-то, ну, трэш. Ну, тут, кстати, хорошо, что у чела нету никаких нормальных шмоток. Ой, ё. Вот этот, то, что я говорил, у Левчика сейчас самые топовые шмотки, которые только могут быть. Смотрите, у него есть алое сердце, у него есть радик, у него есть возвратка и маска. Все, у него топ предметы, и я его не вытащу, скорее всего. Да, я его, скорее всего, не вытащу. Никаким образом. Никаким. Только если ваншоты ему прилетят. Там царские ваншоты какие-то. Вот от его же предмета, если прилетят, точнее, от моего предмета. Что? Что? Да! Я забыл вебку включить в этот момент. Сегодня в белом танце кружимся. О, боже мой. О, май. Кунг-фу рабочая синергия. Ну, один раз не получилось, но бывает. Что теперь? Зато во всех остальных рабочие. Но если что, у меня еще есть там запас. У меня еще 6 банок, ребят. Вот это вот... Крутись! Спасибо. Плюсы, что у него хитрец летает туда-сюда. Вот это огромный плюс, ребята. Если бы у него хитрец не летал туда-сюда, то было бы все иначе. И из-за того, что у него летает хитрец, он не дамажит меня. Он дамажит меня скиллом, понимаете? Вот, ваншоты поприлетали, все. Был бы у меня с ДТЗ, я бы тебя такой сделал тебе. Сегодня в белом танце кружимся. Ребята, продолжаем песню за мной. Наверное, мы с тобой подружимся. Давайте, ребят, все вместе. Сегодня в белом танце кружимся. Сегодня мы с тобой подружимся. Ой. А Марси опасная. Детка, котлетка, конфетка. Вот эта Марси, она меня сейчас может... Ой-ой-ой. Круть, 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 круть! Давай. Крутись!
Фух. О. Да купись ты. Спасибо. Вот бы мне взгляд АЗСа, боже, как бы я тут душил. Ой, как хорошо только что жрец мой накидал. Давай еще разочек, жрец. Давай, еще разочек. Еще разочек оцепенения кинь на Марса. Еще разочек. Найс хрона! Найс хрона! Вот такая хрона, ребята, запомните. Пикайте, Вайда, пикайте. Ты что, прикалываешься? Алло, успокойся. С своими корнями. Ой. Как же я люблю гритера из шамана доставать. Ребята, запомните, покупайте гридера в шамана. Ладно, ему реально просто не повезло сейчас из-за того, что ему шаман выпал. Фух. Мне вот, знаете, сейчас к моей всей сборке маску 5-го тира, и все, это было бы GG. Ребята, что у нас 40 человек на стриме, а лайков 13? Обидно. Так-то. Мне бы еще Варлока в двойку, Хана в тройку. Ну, Хан, конечно, бесполезен будет, но... Ладно, лучше Леона бы в тройку. Опа-на! Смотрите, что я сейчас могу поставить. А я и не покажу. Не, ну смотря сколько накидают. Я просто боюсь задеть чью-то самооценку, ребята. Извините, пожалуйста. Поэтому я не могу показать. Понимаете? Да ты издевайся. Ну зачем мне этот Давон нужен? Не, ну бог любит троицу, поэтому сейчас должен же по-любому мне упасть. Ну да, маска, спасибо. Вот это уже под вон. Ну тут, скорее всего, уже конечная. Как же я обожаю Горн фуловый. Ну чё, давайте хоть баночки поюзаем, наверное, да, тогда? Или как? Или не будем юзать баночки? Чисто Марси в Горн такая. Несмотря на то, что мне так сильно не везло. Вот такая тема. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы, и в целом веду небольшой свой личный блог. Так что всем спасибо и всем удачи.